Jota Story. Мы с вами сейчас пришли в дом, да, Джербийский, Мензель. Все, проходим, пожалуйста. Сейчас мы с вами его посвящаем. Так. Итак, мы с вами сейчас куда пришли? Мы пришли в дом, да? Вот он стоит напротив вас. Этот дом, как мы с вами рассказывали, называется Мензель. Что такое Мензель? Мензель, понимаете, это целый огромный семейный жилищный квартал. Если, например, на континент, на материке, откуда я сам приехал, на каждую семью приходится 2-3 ребенка. Где вы отдыхаете сегодня на Джербе, на каждую семью приходится минимум 9-10 детей. То обычно, да, в таком доме живет одна семья с одного рода, которая состоит из нескольких человек. Они раньше, понимаете, жили вместе, во-первых, то есть из самых давних времен даже. Во-первых, чтобы себя защищаться от нападения врагов. Потому что время пиратов на Джербе раньше было слишком тяжелое время, особенно если будем мы сейчас вспоминать эти столкновения между этими пиратами, да, которые завоевали Джербы, и жителями острова Джербы. И во-вторых, чтобы заниматься общим хозяйством. Тут они раньше жили вместе, понимаете, часто раньше как бы они ходили друг к другу в гости. И между жителями острова Джербы, чтобы вы знали, ни в коем случае не происходит смешение крови. Понимаете, это особенность острова Джербы. Они здесь имели также свои мастерские. И первая мастерская, которую имели, это гончарное дело. То есть обычно в таком доме или рядом с ним мы находим вот небольшой такой подземный завод, или маслобойный, да, по-русски, в котором, понимаете, до сих пор, прямо вручную, у них происходит, значит, выжимание или процесс выжимания оливкового масла. Так что здесь они имели свои мастерские. Первая мастерская – это гончарное дело. Значит, еще мастерская именно по выжиманию оливкового масла, еще ткацкая мастерская. На Джербе какая главная проблема? Именно с водой. Очень плохо с водой на Джербе. Уровень осадков дождей на Джербе это 150 мм в год. На Джербе нету вообще ни одного источника воды. Очень, правда, мало осадков. Дожди на Джербе очень редко бывает. Вообще самое плодородное, самое жаркое место на нашей планете. В пустыне Сахара. Джерба, где вы отдыхаете, является частью песчаной пустыни Сахари, в которой очень не хватает воды или дождя. На Джербе бывает иногда даже по 2-3, даже иногда по 5 лет. То есть ни одной капли дождя вообще не бывает. Бывают такие животные, которые рождаются, а потом сразу умирают, и они даже не знали или не знают вообще, что такое вкус воды. Правда. Но когда бывает дождь на Джербе, не час, не два, а 2-3, даже иногда 4, понимаете, дня вообще без остановок. Иногда дождь на Джербе настолько в потоке собирается, что вообще в дождь иногда все смывает на своем пути. Редко, но все равно, значит, такое бывает. Значит, из-за нехватки воды на Джербе, правда, мало что растет, кроме в основном финиковых пальм и оливковых деревьев. На Джербе сегодня растут около 5 миллионов оливковых деревьев. Примерно 500 000 финиковых пальм. Пальма, для вашего знания, это не дерево, а это трава. Пальма живет около 800 лет. Она начинает плодоносить только с возраста 7-8 лет. Плодоносит только пальма женского рода. Так, с одной пальмы мы можем собирать около 225 килограммов финика. Сезон урожая происходит раз в год. Если пальма живет примерно 800 лет, дерево оливковое, да, живет до около 4000 лет. На Джербе, где вы отдыхаете, сегодня растут очень много оливковых деревьев, посаженных римлянами, вандалами, византийцами,
И до сих пор, понимаете, они плодоносят. Оно, короче, не умирает. Оно бессмертное дерево. Оно плодоносит хоть в возрасте 4000 лет. Самая старинная в этой стране. Около 2500 лет. И оно до сих пор плодоносит. Так. Аборигены, жители страны Туниса. Коренной, бербер. Я сам бербер. Откуда они приехали? Откуда? От верблюда? Не знаете, да? Я тоже сам не знаю. Вообще никто не знает, откуда они пошли. Так. Берберская культура берет свое начало больше, чем 5000 лет тому назад. Это коренные жители страны Туниса. Говорят, что они приехали с Европы. Другие историки считают, что Берберия, значит, пришли или приехали с Ближнего Востока, там через Египет, Ливию, затем они осели в Алжире и еще в Марокко. Но очень мало берберов сегодня в Тунисе по сравнению с Алжиром и с Марокко. Больше в Алжире, а больше всего именно в Марокко. Живут они прямо на вершинах Атласских Сахарских гор. Это горы Атлас или Атлас, самые знаменитые горы Атлас. Самая высокая цепочка гора не в Тунисе, а именно в Марокко. Ниже в Алжире, а ниже всего в Тунисе примерно 1544 метра. Так, наши впервые приехали берберы, аборигены, коренные жители страны. За ними сразу приехали карфагеняне или финикийцы, обосновали или построили, ну, как вы в курсе, легендарный город Карфаген. Слышали, да, вы про Карфаген, про столицу древнего мира, но, может быть, мало кто знает, что именно легендарный город Карфаген находится в столице страны Тунис. Россия, Москва, Украина, Киев, Тунис, Тунис. Именно в 9 веке еще до нашей эры был основан или построен легендарный город Карфаген финикийцами. После них приехали римляне. Они что сделали? Они взяли город Карфаген и его сравнили, понимаете, прямо с землей. На руине этого города они построили свой город, римский Картаго, понимаете? На руине именно разрушенного города Карфагена. После римлян приехали вандалы, взяли, прогнали римлян. После вандалов приехали византийцы, принесли с собой христианство. Потом приехали арабы-мусульмане, принесли с собой мусульманство. Потом они приехали кто? Значит, испанцы. За ними турки. И в конце концов к нам приехали эти французы. Ну, а потом русские что, да, кстати? Да. Значит, ну видите, да, все время люди к нам вот туда-сюда. И так постепенно получилась такая национальность, как тунисцы, тунизян. Название стране по-русски Тунис. Тунис ударение на «и». По-арабски Тунис, ударение на «у». А Тунис это от слова таунеса. Таунеса, значит, переводится дословно с арабского на русский как дружба. Первые завоеватели Джербы, карфагеняне или финикийцы, называли его остров Джерба. В древности назывался не Джерба, не Герба, а именно Миненкис. Миненкис. Это старое название острова Джерба. Так, Миненкис в переводе означает нехватка воды. Само слово Миненкис состоит из двух разных слов. Первое слово это ми, а второе это ненкис. Ми значит вода, а ненкис нету, да, или нехватка, или не хватает. Поэтому, чтобы вы сами знали, сегодня вода, которая дома у меня, понимаете, присутствует, а также у вас в отелах, короче, у всех жителей Джербы идет до сих пор прямо не с острова Джербы, а с материка. Причем издалека, с одного города, этот город находится ровно в 125 километрах именно от центра острова Джербы. Так что нету до сих пор на Джербы прямо пресной воды. Римляне, когда приехали, смотрите, согласно многим источникам, многим, значит, археологам, которые преследовали, да, за историю, понятно, Джербы, они доказали и они утвердили, что Римский мост, вы слышали про Римскую дорогу, да? Римский мост. Его строили в конце 2-го, начале 3 века. Не сами римляне, а именно рабы. Сама дорога римская в конце 2-го, начале 3 века. Она была водопроводом, по которому вода шла прямо с материка значит, сюда на Джербу. Так что с самых давних времен на Джерба как бы была очень плохо значит, с водой. Поэтому, чтобы решать, ну, скажем, вопрос или проблему, да, дефицита воды, джербяне, они как бы придумали и они себе строили, видите, что за сооружение. Ой, пардон.
Что за сооружение? Видите? Что это такое? Колодец. Да. Еще раньше часто и до сих пор, да, понимаете, они используют такие цистерни, которые могли они собирать воду именно дождевую. Так, водой дождевой поливается финиковая пальма, гранатовые деревья, оливковые рощи, инжир. Еще поливают они, вы слышали, порохну, хна. Я вам покажу очень скоро и порохну немножко я вам расскажу. Растет все то, что угодно. Все то, что мы вам предлагаем, все то, что мы сами едим, это не привозное. Но понимаете, я сейчас прямо ничего не могу прямо показать. Почему? Потому что это растет не на Джербы, а именно на северо-западе и на северо-востоке страны Туниса. Значит, все растет, все то, что угодно, кроме, может быть, очень сильно экзотических фруктов. Это как манго, это как киви, это как ананас, банан, хотя банан в стране Туниса растет. Не говорите, что в Тунисе банан не растет. Банан растет. Ну, понятно, не везде, а именно в оазисе, в пустыне Сахаре. Оазисе. Это не одна, это не две, это не три, это не пять, это не 100, это не миллион пальм. А оазис, понимаете, это как джунгли. Но только посредине пустыни Сахаре. Короче, райский уголок. Но только в пустыне Сахаре. Земля в пустыне Сахаре. Плодородная, богатая, минеральная. Одной не хватает именно за счет воды. Так что банан растет именно в оазисе, в пустыне Сахаре. Я очень люблю банан. Я без бананов жить не могу. Он тоже без меня жить не может. Я вчера ездил, да, ну, с другом на рынок в Миду. Я себе купил килограмм банан. Я заплатил 7,5 дирхам. То есть банан, хотели вам сказать, стоит дороже, чем у вас в России. Я в России вижу почти каждый год, почти, да. Сколько стоит килограмм банана в России? Ну, доллар, да, меньше как бы доллара, да. Значит, килограмм банан в стране Туниса стоит в итоге дороже в 2-3 раза, чем у вас в России. Зато в нашей Африке 1 килограмм клубника стоит иногда даже 1 динар. Ароматная, сочная, очень вкусная клубника. За нехваткой воды опять на Джербе мало что растет, кроме финиковых пальм и кроме оливковых деревьев. Так, я вам скоро покажу дерево оливковое, которому около 500 лет. И до сих пор понятно, оно за что это плодоносит. Так, пальма, как мы с вами рассказывали, это не дерево, это трава. Она появилась на цвет больше, чем даже 100 миллионов лет тому назад. Это растение, понимаете, сегодня приносит огромную пользу всему человечеству. Его соки и плоды сегодня употребляют вообще миллионы людей. Его волокна сегодня прямо используются в хозяйстве. А листьями, да, финиковых пальм до сих пор прямо простыми руками кроют, понятно, за счет дома. Значит, начинает плодоносить с возраста 7 лет. Плодоносит только пальма женского рода. Вот она прямо напротив вас, которую нужно еще опилять. И это делается только искусственным путем. Почему? Потому что если это получается природным путем, то есть с ветром, да, то каждая пальма женского рода будет давать 4-5 килограммов фиников как максимум. Потому что в оазисе, например, прямо в пустыне Сахары, чтобы вырастить, понимаете, пальмы, это не так просто. Надо сначала выкапывать источники. И они иногда достигают до 500 метров глубиной. И это очень тяжелая вообще работа. И это в основном делают люди, которые, ну, занимаются хозяйством. Поэтому, чтобы всем это было выгодно, чтобы каждая из них дала 150 до 225 килограммов фиников, поэтому их опыляют только искусственным путем. Вот, например, в апреле месяце вот, пальма мужского рода, да, вот перед вами, дает цветок с семенами. Все рабочие туда, они лезут, прямо туда, как бы, ну, руками, ногами, да, и они собирают этот цветок. Затем они прямо забираются вот на каждую пальму женского рода и каждую гроздь. Они опыляют отдельно, берут семена, ставят его внутри грозди, потом они завязывают. Они знают прекрасно, сколько нужно убирать. Через месяц, полтора-два максимум они достигают окончательный зашит размер. И они такими становятся крупными, вкусными, сладкими. Самый, короче, дорогой, самый престижный, самый такой полезный сорт фиников. Его нету, кстати, в стране, называется пальчик цвета. Вот огромные такие финики, и практически они прозрачны. Все то, что стоит, например, сегодня на рынке, сорт, который мы вам предлагаем, да, и если стоит килограмм 10-15 динар, именно этот сорт фиников, если ты найдешь, то 1 килограмм будет стоить минимум 25-30 динаров. Хотя страна занимает первое место в мире именно по экспорту этого сорта, но такого сорта, правда, на рынке очень за счет
редко вообще бывает. Так что здесь, понимаете, в воде требуется поднять очень много. Для этого использовать тягу верблюда. Глубина этого колодца примерно 15-20 метров. Да, обычно верблюд, его зовут Вова, да? Вова ходит, но его хозяин, да, для него придумал как бы имя такое. Обычно он ходит со своим хозяином, и прямо именно из этого колодца вручную они оттуда воду как бы качают. Да, там ни нефть, ни газ, ничего нету, да, в этой стране. Мы в основном живем только за счет вас, и за счет туризма, а также за счет сельского хозяйства. И Тунис вообще с самых давних времен это аграрное, понятие, да, вот страна. Верблюд, пару слов про верблюдов. Корабль, понятно, как вы знаете, в пустыне Сахари. Это единственный животное в мире, который может, понимаете, терпеть. Он может вообще обходиться без воды, без еды. Он может, понимаете, не пить ни месяц, ни два, а даже он может вообще полгода без воды, без еды. Теряет этот бедный 150 килограммов от своего веса, приезжая, понятно, обратно домой к своему хозяину. Он выпивает одновременно до около 200 литров воды всего лишь за полчаса, и через 2-3 дня, 4 максимум, он восстанавливает свой нормальный вес. Чтобы сравнить человек, сколько человек может не кушать, сколько я, например, могу не кушать. 1, 2, 3, 4 недели. Нет, недели я не могу. Короче, не знаю, там, без воды пару часов, пару дней, особенно я, у меня такая работа, понимаете, говорит. Пару дней, как бы, умирает человек, понимаете? А это чудо животное, может вообще полгода обходиться вообще без воды. Нету, чтобы вы знали, в Тунисе никаких вообще диких верблюдов. Они у нас все, значит, домашние. Верблюд живет около 35 лет, и один верблюд стоит от 1,5 до 5-6 тысяч, значит, тунисских динаров.